Всем привет! Мы на канале Alchi. В прошлом видео мы познакомились с интерфейсом DITS, что расшифровывается как Digital Electronics Education and Design Suite, и запустили нашу первую интерактивную симуляцию. Мы увидели, как можно в реальном времени, буквально на лету, изменять входы и наблюдать за выходами. Это отличный способ для быстрой, интуитивной проверки, чтобы убедиться, что схема в принципе работает. Но для более серьезного проектирования, где важна каждая наносекунда и каждая логическая операция, нам нужен более формальный и мощный инструмент анализа. Сегодня мы сделаем следующий, очень важный шаг. Мы не просто соберем схему, мы создадим один из самых фундаментальных строительных блоков в цифровой электронике – двоичный сумматор. Это сердце любого процессора, основа основ арифметики. И в процессе мы освоим симуляцию с помощью инструмента временная диаграмма, или, как он называется в оригинальном интерфейсе, Timing Diagram. Поверьте, это не просто функция, это ключевой навык для анализа, верификации и отладки любой, даже самой сложной цифровой схемы. Прежде чем мы начнем строить, давайте на минуту погрузимся в теорию. Как компьютер, который оперирует только нулями и единицами, умудряется складывать числа? Все начинается с 2 битов. Схема, которая выполняет эту простейшую операцию, называется полусумматором, по-английски half adder. Давайте посмотрим на его таблицу истинности. Выход сам, то есть сумма, равен единице только в тех случаях, когда входы А и Б не равны друг другу. Задумайтесь, какой логический элемент ведет себя именно так? Конечно, это исключающее или XOR. А выход carry, перенос, становится единицей лишь в одном единственном случае, когда оба входа, и А, и Б, равны единице. Это, без сомнения, классический элемент и, или AND. Итак, вся магия двоичного сложения для 2 бит сводится к 2 базовым логическим элементам. Давайте же соберем эту элегантную конструкцию в DITS. Давайте же перейдем к практической части. Начнем с чистого листа. Сначала нам понадобится 2 входа для наших операндов. Возьмем 2 компонента входной переключатель, по-английски input switch. Чтобы не запутаться в дальнейшем, сразу дадим им осмысленные имена А и Б. Теперь добавим логику. Как мы только что выяснили, намножим один элемент XOR для формирования суммы и один элемент AND для сигнала переноса. Находим их на панели компонентов и размещаем на рабочей области. И, наконец, нам нужно как-то увидеть результат. Для этого используем компонент выходной индикатор Output Display. Нам их понадобится 2. Назовем их SUM и SOUT, сокращенно от Carry Out, то есть выходной перенос. Теперь, когда все компоненты на месте, соединим их проводниками Wires. Входы А и Б должны быть подключены к обоим логическим элементам. Выход элемента XOR, который отвечает за сумму, подключаем к выходу SUM, а выход элемента AND к выходу SOUT. Отлично, наша первая схема готова. Сохраняем ее и проверяем работоспособность в режиме интерактивной анимации Interactive Animation. Пощелкаем входами 0 плюс 1, сумма 1, переноса нет. 1 плюс 1, сумма 0, перенос есть. Как мы видим, полусумматор полностью соответствует таблице истинности. Но у него есть серьезные ограничения. Он ничего не знает о переносе из предыдущего разряда. Для его преодоления нам понадобится полный сумматор — full adder. Полный сумматор — это уже более мощная схема, которая складывает не 2, а 3 бита, наши входы А, Б и бит переносу из предыдущего разряда — C-in. Идея здесь в том, чтобы построить его из уже знакомых нам блоков 2 полусумматоров и добавить к ним элемент или OR. Логика здесь очень изящная. Первый полусумматор складывает А и Б. Второй полусумматор берет их сумму и складывает ее с пришедшим переносом C-in. А итоговый перенос возникнет, если он появился или на первом, или на втором этапе сложения. Именно для этого и нужен элемент OR. Давайте реализуем эту конструкцию в DITS. Мы не будем перерисовывать схему с нуля, а воспользуемся копированием. Добавляем еще один входной переключатель, input switch, и называем его C-in.
Теперь, согласно нашей блок-схеме, аккуратно соединяем компоненты. Осталось разобраться с переносом. Нам нужен элемент OR, чтобы логически сложить выходы с out от обоих полусумматывов. Готово? Мы только что, шаг за шагом, создали одинбитный полный сумматор. Теперь самое время его тщательно и всесторонне тестировать. А теперь переходим к главному инструменту анализа — симулятору временных диаграмм. Забудьте про ручное переключение входов. Мы зададим все возможные комбинации и посмотрим на полную картину. Для этого на панели инструментов нажимаем кнопку Timing Diagram Simulation — симуляция с помощью временной диаграммы. Перед нами окно временных диаграмм — Timing Diagram Window. В левой части мы видим список всех наших сигналов. Первые 3, выделенные цветом, — это входные сигналы Input Signals. Наша задача — задать для них такие последовательности нулей и единиц, чтобы проверить каждый возможный сценарий работы схемы. Задаются они очень просто. Мы можем буквально рисовать их от руки, кликая мышкой на каждом из графиков. Давайте пока произвольно расположим импульсы и изменения уровней, чтобы освоиться. Начало моделирования определяется красной меткой слева, а завершение правой, черной меткой. Это наш временной горизонт симуляции. Она управляемая, и мы можем отнести ее на необходимое для нас расстояние. Итак, мы готовы к первому моделированию. Нажимаем на запуск, треугольную кнопку Play на панели инструментов. И вот он результат. Теперь на выходных треках мы видим, как именно изменяются наши сигналы во времени. Чтобы лучше наблюдать, особенно если сигналы меняются очень быстро, мы можем изменить масштаб, используя инструменты Zoom In и Zoom Out. Это позволяет растянуть время и детально рассмотреть каждый переход. Масштабировать можно как по времени, так и по амплитуде, чтобы сделать графики более наглядными. Давайте вернемся к редактированию. Сначала нужно очистить результаты моделирования специальной кнопкой. Теперь мы можем снова изменять входные сигналы. Теперь о пошаговом моделировании. Simulation by Event. Это невероятно мощная функция для отладки. Вы видите пронумерованные события на верхней дорожке. Если мы включим этот режим и будем нажимать на кнопку запуска, симуляция будет происходить не вся сразу, а от события к событию. Такой режим позволяет как под микроскопом последовательно наблюдать, что происходит в схеме в каждый конкретный момент переключения, и точно локализовать ошибку. Снова обнулим результаты. Следующий удобный инструмент — это измерение. Выполним полное моделирование. Допустим, нам необходимо измерить точную длительность одного импульса. Для этого у нас есть измеритель Time Cursors. Мы ставим один курсор на начало импульса, зажимаем кнопку мышки, переносим второй курсор на его конец и отпускаем. Внизу видим точное значение длительности этого периода в наносекундах. Еще один интересный инструмент — это лупа, Magnifying. Нажмем Escape, чтобы отменить измерение, и включим увеличение. Теперь мы можем наблюдать очень маленький фрагмент диаграммы в увеличенном виде. Это незаменимо, когда нужно рассмотреть очень короткие пигольчатые импульсы или гличи, которые могут быть причиной сбоев в схеме. И последний на сегодня инструмент — это измеритель уровня, Show Value. Если мы нажимаем на него, в правой части окна появляется панель со значениями. Это, по сути, оцифрованная наша диаграмма. Перемещая курсор по графикам, мы получаем точные значения времени и состояния для каждого события. Это помогает сопоставить визуальное представление с конкретными цифрами. Вот, в принципе, и тот необходимый минимум, который нам следует знать для начала работы. Как видите, инструмент Timing Diagram — это не просто красивая картинка, а мощнейшее средство, которое позволяет анализировать сложные и очень сложные схемы, находя ошибки, которые невозможно заметить при интерактивной симуляции. Вы были на канале Alchi. Подписывайтесь, помогайте нам распространять ценные знания. Всего доброго.